И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, и вас встречаю сейчас в Вайкике. Удобные? В общем, пришли мы за обувью Азальке и Алмазу. Ну, что ж, начинается, короче. Вот эти прелести, погода меняется, и нужна обувь. Обувь уже маленькая, я кроссовочки уже раздала. Вот, и нам демисезонные нужны такие, как раз сейчас пойдут дожди в Турции. Дожди уже пошли, уже успели немножко мы даже все приболеть. По голосу, наверное, слышно. В общем, хотели сначала заехать в наш любимый магазин, где обувь продают, но он закрыт. Мы сегодня опоздали, время уже 7 часов, и решили заехать в Вайкики. В общем, она любит вот куроми. Я не знаю, что это. Сейчас прям это очень... Куроми. Видать, у молодежи нынче модно. И вот она такие себе присмотрела. Куроми, говорит. А стоит такая обувь? Сколько стоит? Есть такой мультик. Вообще цены нету. Ну, обычно 699 где-то. Пойдем. Подожди. Но папа принес вот такие вот. И надо примерить. Мы купим в любом случае то, что тебе нравится. Да. Эти стоят тоже 599. Подожди, а ты что, теплые носки одела, что ли? Ну, она уже в них ходит, да. Посмотри, пожалуйста, как там внутри. Ну, я так понимаю, ну это же кеды, они прямые. Вот смотри, да, в дождик не промокнут, но в них некомфортно будет, нога мерзнуть будет в них. Вот буквально 16 градусов, в них будет нога мерзнуть. Ну, она уже 16 градусов оденет розовые, те теплые, которые у нее есть. Нажимать надо, не тянуть. Немножко не угадала, вот они стоят 999. Но они реально внутри мне очень понравились. В общем, их беру. А так, по ценам, обувь где-то... Ну, вот осенняя 1000 стоит. 999. Такие 999. 999. Кроссовочки 899. 399 вообще вон кроссовки для девочек. Полуботинки тоже 999. Привет, я пришел из лифта. Ничего себе, набрал себе кучу. Покажи, что набрал. Я там 2 обуви и еще такую штуку, чтобы у меня колени не болели, чтобы не болело. Потому что я всегда, когда на улицу выхожу, я просто падаю, и у меня колени болят. Ты моя золка. Ребята, смотрите, что я нашел. Это от колен, чтобы, ну, когда я буду гулять. Чтобы Это, она- наверное, для футбола. Это для надо. футбола. Да нет, я всегда там падаю, когда играю во что-то. И поэтому Набрал меня... себе. Слушай, вот эти прикольные, да? Размер только интересно угадал. Посмотри, какой. Ты какой взял размер? Похоже, ты очень большой взял. А нет, 33-й, прикинь. Ну-ка, иди померяй. Померяй, я посмотрю. А вот белый. О, и белый 34-й взял. Все так же, как Азалия мерила. Покупаем это. Тепло. Мам, давай купим это. Мам, давай шапку купим. Просто мне на Сколько улице стоит такая курточка? волосам Красиво. было холодно. Ну-ка, одень еще шапочки. Эту, то есть, ушки. Знаешь, под цвет. Прям. Можно посмотреть? Моднявая такая. Ну, не короткая? Ну, коротенькая. Надо, чтобы попу прикрывала все-таки. Мам, вот это покупаем, только давай шапку. Твою только шапку смогу. Мам, Матчика. Я не хочу показывать, я сейчас долго искала. Куда он? Да долго искала. Можно я один приеду? Пока мы посмотрим сами, что у нас тут есть, что мы имеем. Что-то как-то маловато. Вот хороший. Нет, многовато. Многовато? Я теплые Кроссовок хочу. много. Хочу теплые. А Хочу. может это? Такое крутое и тяжелое. Вот тяжело нам не надо. Сними. Оно
меня там застрял. Потому что надо же вот эту держать. Вот эту. Стой, Алмаз, вот цена эту штуку сколько надо стоит? держать. А? Цена какая? Нравится? Тонкие, а какие-то узкие, как будто бы, да? Вообще-то мы Азали за обувью приехали. Нет, Алмазу тоже надо обувь. Но Алмаз тоже надо. Давай, одевай, за 1000 тоже нашли обувь Алмазу. Они у него болтаются, как валенки. А не этот еще, на шнурках не очень удобно. Набрали вещей и идем домой. Короче, все. Купили то, что надо. Хотели зайти в Суперстеп, но он уже закрывается. Пришли мы на площадку. Немножко детки погуляли. Ну а мы с Русланом посидеть решили. Здесь, конечно, очень уже темно. Вот, но на улице тепло. Вот в такой вот футболочке. Не футболочке. По привычке говорю футболочке. В толстовочке. Сколько там градусов? Время 8:30. Сейчас скажу, сколько по градусам. 21, да? Но ощущается как будто похолоднее. По ощущениям, сколько там написано у тебя такое? 21? Нет, не Ощущается. написано. Вот, так что вечер вот так вот заканчиваем. И, друзья, у нас настал новый день. Шопинг продолжается. В этот раз я одна пришла. Зашла в аутлет. Тут вот ищу себе, ну, знаете, вот просто, короче, всякое, то, что мне не хватает. Может быть, что-то найду. Футболочки, брючки. В общем, решила прогуляться. В аутлете всегда цены дешевле, чем в обычных магазинах. Но не всегда есть все, что надо. Поэтому кофточки, вот посмотрим, давайте, сколько стоит. 999 лир. Здесь вот в этом аутлете много из катона, из всяких типа Вайкики магазинов. О, русская песня поет. Так вот летняя уже висит отдельно. Сейчас больше, наверное, футболочки вот тут есть, смотрите. Больше сейчас уже на осень товары. По 499 футболки. $349. Вот так ходишь в Турции, в магазинах, и звучат русские песни. И пришла я в Катон, мой любимый магазин. Обычно я всегда все здесь беру. Здесь однозначно дороже. Винни сезон 399 лир, 499 лир. Но здесь более-менее красивые такие можно вещи найти. 499 лир футболочки. Так, смотрите. Такая футболочка 999 лир. Рубашечки по 1099 лир. 1299. Платье кожаное 1799. Футболочка прикольная 549. Такая вот. Только здесь не застегивается, оказывается. Просто для красоты. Футболочки по 1000. То есть кофта-футболка 1199. Тоже разные футболки по 500. Цены разные. Курточки новый сезон. Стоит 2500. Материал такой, знаете, как будто ее можно постирать спокойно. Плащевка. 1599. Вот такая вот накидочка прикольная, черная. Интересная. Пиджачок по 2,5 зеленый. Здесь джинсы. Идем дальше. Брючки по 1700, по 1100,
1300. Вот, кстати, вот эти вот накидки есть еще и синяя, и такая коричневая, бежевая. Олимпийчики прикольные. Смотрите, подобран здесь стиль. Футболочка 499. Олимпийка 1100. Теплая, кстати. И брючки вот такие вот джинсовые. По 999 рубашечки. По 949. Ничего не вижу нормального, толкового платья. Скидкой 1000 написано. Здесь вот такие вот платья есть на лето. Сколько стоит, интересно? Что-то даже цен нету. Ага, вижу. 1499. Здесь классика. Классика меня не интересует пока что. Вышла, короче, я из магазина и слышу речь не турецкую, не русскую. Немцы похожи. И иду, короче, в сторону дома. Все, хватит на сегодня. Ничего себе не купила, зато детям взяла. Взяла брючки, азальки. Хорошо. Взяла брючки, азальки и алмазу. И взяла олимпийку. В общем, вышло у меня это на 269 лир. Все деньги уходят на детей. И я уже дома, давно, у нас уже вечер. Ложимся спать. Думаю, дай-ка я запишу ролик, все-таки с вами поболтаю. Оттуда показала. Все, кстати, кашляем, включая меня, включая детей. Утепляемся. Как-то вот, знаете, вроде жара была, и резко так настало, прям прохладно, дома стало прохладно. Мы даже 2 дня включали дома обогрев. Кто на канале впервые, хочу рассказать немножко. Мы проживаем в городе в Селивке, уже больше 3 лет живем в Турции. До этого жили в Газипаше. Газипаша — это Анталия, рядом с Аланией. Сейчас мы переехали в провинцию Мерсин. По работе у меня муж работает на станции Аккую, я работаю удаленно в Атоме. Кому интересно, где я работаю, проходите по ссылке в комментарии. Да, кстати, спрашивают, иногда пишут, вот, типа, по работе зарабатываете ли уже? Отвечаю вот сейчас на эти комментарии, да, то есть и в личку отвечаю, говорю честно, да, зарабатываю, получаю я удаленно на карту деньги через самозанятость, то есть все официально, все прозрачно, поэтому кому интересна удаленная работа, переходите по ссылке и уже в личку можете задавать вопросы уже конкретные. Вот, но сейчас дальше расскажу по поводу нашей вот этой вот ситуации. Покупаем сейчас вещи потеплее, утепляемся. Как видите, уже в пижаме, ну, я уже давно в пижаме. Мы даже включали, как говорю, отопление. Дома у нас газовое отопление. Не во всех квартирах есть в Турции отопление. Знаете, я не думала, что это прям будет проблема в такой жаркой стране, да, когда переезжала. Но, как оказалось, вот мы жили в Газипаше без газа. Здесь газифицированный район, и здесь есть газ. И вот это вот отопление, которое я говорю, оно работает именно вот за счет газа. То, что газ проведен к дому, да, есть, конечно, здесь центральное отопление, там они как-то дом прогревают углем. Это, наверное, самая такая большая проблема, если в квартире нету газа. И вот в Газипаше там вообще как бы нету газа. И мы прям вот сезон, 2 сезона, или... Да, вот уже 3-й начинался, мы сюда переехали, и я сразу тоже вот так удаленно в Газипаше присмотрела себе квартиру здесь, в Селивке. Сразу выбрала с газом. Вот поэтому еще очень мне нравится эта квартира, так как мы здесь вот изначально, как бы, да, я ее присмотрела, именно то, что газ, все, кухня большая. То есть, ну, в предыдущем ролике можете посмотреть по поводу этого, да, я вот рассказываю, что мы сейчас квартиру ищем. Съезжать вообще неохота, да, потому что квартира очень нравится. Почему мы ищем квартиру, я тоже в предыдущем ролике все рассказала.
Вот, тоже не буду по поводу этого зацикливаться здесь сейчас в этом ролике. Но хочу сказать, что в Турции вот именно начиная, наверное, с ноября месяца становится прохладно. Что-то в этом году было долго так жарко и резко похолодало. Вот были дожди, там такие холодные дни стояли, то есть особенно вечера и ночи. И это ты сразу чувствуешь. Если нету газа в квартире, то это прям чувствуется. Поэтому мы сейчас утепляемся. Покупаем вещи себе, покупаем вещи детям. Перешла на кухню, потому что там уже укладываются спать. Вот. И здесь вот такая проблема начинается. Вот это вот то, что покупаешь детям одежду, утепляешься один раз в год. И то это с 3 детьми. Да, у нас 3 детей, да, старшему 16, младшим по 6, они двойняшки. Один раз начинается вот этот вот сезон, когда надо менять, да, вот эти вот летние вещи убираешь, осенние вещи, наоборот, поднимаешь, там все вытаскиваешь, все меняешь, все стираешь. И вот это вот у нас сейчас началось, и это уже так раздражает. И я думаю, блин, как же я раньше вообще жила вот так вот, то, что один сезон заканчивается, все убираешь, новый сезон, и это вот 4, сколько раз это надо? 3, наверное, как минимум, да, в России, когда я раньше жила. Да, это бесило. Я помню, что, ну, мы как бы в 3 года, когда детям было, переезжали, сейчас им 6,5. И я это успела почувствовать. Именно когда вот маленькие дети, особенно 2 родились, когда мы выходили, собирались на улицу гулять с ними, это было вообще просто жесть. Ну, вы понимаете, когда дети начинают только еще вот ходить, и когда ты их одеваешь, они ревут, врываются, ты их одеваешь. Вот это было, конечно, вообще просто... Когда мы сюда переехали, я прям вот выдохнула просто то, что такого больше не надо делать. И сейчас, когда вот такой сезон начинается один раз в год, ну, получается, один раз в год, ну, вот 2 раза. То есть, когда ты все это вытаскиваешь, и когда тебе уже надо это все убирать. А в России-то сколько раз сезон меняется? Там, наверное, даже не 3, это я просто так, как бы уже забыла, говорю. Напишите, сколько раз это все вы делаете, по сколько раз в год. Вот, в общем, сейчас у меня вот такие вот заботы, при этом, что мы немножко... уже простудились, не простудились даже, но, наверное, мы просто не успели переключиться вот на этот сезон. Это как-то вот реально резко в этом году получилось, что, возможно, даже какая-то инфекция, да, потому что мы все кашляем. Сначала без температуры, да, сначала было такое состояние, нос заложен, чихаешь очень долго. Ну, похоже было очень сильно на простуду обычную. Но так как мы сейчас все практически так себя чувствуем, возможно, даже это инфекция. Но, я говорю, вот ночью было холодно. Мы не успели включить отопление 1 день. На следующий день мы включили отопление, ну так, чуть-чуть слегка. На ночь только, потом отключили. Потому что сейчас вот опять днем 24 градуса уже тепло. Сегодня вот я гуляла. Вечером сейчас сижу, вот как бы тоже вроде комфортная температура. Вот это вот есть, конечно, проблема в Турции. Если неотапливаемый дом, то это просто беда. Надо прям ходить в теплых носках дома. А если это еще и кафель, бывает такое, то что в турецких домах везде кафель ложат в основном. У нас, слава богу, везде такой вот ламинат. Вот. Обычно на кухне, я сейчас сижу на кухне, везде всегда кафель, а у нас, сейчас покажу. У нас, видите, на кухонной зоне только кафель. Вот. А почему так делают? Потому что турчанки вообще обожают мыть кухню полностью, вот именно обливая водой. И чтобы как бы не попало на ламинат, везде кафель на кухне обычно делают. Ну и когда кушать готовишь, если честно, очень удобно. А знаете, ну, конечно, не такой прям этот бардак на кухне, но все же давайте покажу. Здесь даже вот эти столешницы, они каменные и с бортиком, видите? Для того, чтобы здесь все вот можно было вот так вот водичкой вот так просто взять и слить.
А вот такая вот у меня большая кухня. Конечно же, отсюда уезжать неохота. Так что вот как-то так хотела вам донести вот этот вот момент. То, что сама вот ощутила. И вообще иногда так сижу, думаю, наверное, это мне кажется, что все это вам не интересно. Потому что когда я находилась сама в России, я всегда слушала и смотрела, и мне было это очень интересно. Любые мелочи по поводу Турции казались такие вот необычные. Все мне было интересно. Скорее всего, просто я уже привыкла к этому. Для меня это все обыденное, поэтому мне кажется, что все, что я сейчас буду рассказывать, вам, возможно, это и будет неинтересно. Наверное, все-таки мне это просто кажется. Ну, будут люди, конечно же, которым это неинтересно, и мне всегда смешно, зачем такие люди сидят, смотрят дальше, если... А еще и комментарии пишут. Но есть, конечно же, среди подписчиков моих люди, которым это все очень-очень нравится. Поэтому спасибо, кстати, то, что прокомментировали мой последний ролик. Было такое настроение, как раз заболевала. Вот. И поддержали меня. Спасибо большое. Все равно буду стараться видеоролики записывать. Вот, на разные темы. Пишите, какие вопросы интересуют. Я прям буду отвечать. И, наверное, все. На этом буду с вами прощаться. Всех, как всегда, люблю, всех целую. Всем желаю, как всегда, позитива, хорошего настроения. Не падайте никогда духом. Самое главное, чтобы внутри у нас было всегда все тепло, хорошо, царила гармония, любовь. Конечно же, всем желаю мирного неба над головой. Это самое главное сейчас. Всех люблю еще раз, всех целую. Пока.